Ну что, соскучился? Я да. После недельного тупинга мы с Сашей подумали, во что бы ты захотел поиграть, и есть идеальные кандидаты в тему. Игры, где ты будешь выживать в диких условиях, и каждая вылазка может стать последней. Давай, дружок, пободрее поставь лайк и подпишись, если еще этого не сделал. А я так пойму, что контент зашел. По-другому никак. Всем здрасте, с вами Настя. Приятного просмотра. Don't Starve Together. Твое опасное приключение начинается в странном и неизведанном мире, полном необычных существ и древних тайн. Постепенно ты исследуешь новые биомы, спускаешься в пещеры, отправляешься к лунным островам и открываешь все больше мест, где можно найти полезные материалы или столкнуться с новыми угрозами. Игровой процесс завязан на поиске ресурсов, создании предметов и строительстве безопасной базы. Во время прохождения тебе приходится выращивать урожай, заботиться о запасах еды, сражаться с сезонными боссами и другими опасными существами, а также защищать все нажитое. Здесь можно исследовать мир в одиночку или объединиться с друзьями в коопе. Художественный стиль игры называют одной из главных фишек серии. В интервью создатели рассказывали, что вдохновлялись работами Тима Бёртона, Эдварда Гори и старыми книжными иллюстрациями. Также в игре присутствует реиграбельность за счет процедурной генерации мира. Каждый заход ощущается как впервой. Интересный факт. Игра является самостоятельной многопользовательской версией Don't Starve и при покупке в Steam включает дополнительную копию игры, которую можно подарить другу для совместного выживания. И еще, одной из самых сложных задач оказалось синхронизировать ИИ существ между всеми игроками, чтобы они одинаково реагировали на нескольких выживших одновременно. The Forest. Тебе предстоит выжить после крушения пассажирского самолета на острове с живописным лесом, где за деревом постоянно кто-то шкерится. Днем остров только кажется красивым и безопасным, а ночью превращается в адское место, где ты начинаешь бояться каждого шептуна и издавать от страха свои. Тут есть сюжет, но не обязательно для того, чтобы погрузиться в атмосферу на сотню часов. Постоянно приходится балансировать между исследованием и выживанием, ведь для местных ты вроде вкусного пирожка. Они могут наблюдать за тобой, проверять реакцию, отступать, предупреждать других членов племени и только потом нападать. Сделай шалаш или целую крепость. Расставь ловушки и защитные сооружения. Если долго будешь на одном месте, будут чаще приходить гости. Днем ты собираешь ресурсы, рубишь деревья, которые не спавнятся, строишь лагерь, разводишь костры, ищешь еду и исследуешь огромную сеть пещер с подземными озерами. А ночью же приходится оборонять свою базу или самому выходить навстречу врагам, используя оружие и инструменты, созданные из того, что нашел. При желании можно действовать скрытно и избегать столкновений. Но долго бегать не получится, поскольку по твою душу придут враги посерьезнее. Интересный факт. В игре доступна поддержка VR для полного погружения. Разработчики рассказывали, что вдохновлялись не играми, а фильмами ужасов 70-х-80-х. Отсюда и реалистичная жестокость. И еще в игре необычный ИИ в жанре. Враги даже способны подбирать тела погибших соплеменников и уносить их в лагерь. The Long Dark. Представь, что после загадочной геомагнитной катастрофы ты оказываешься среди бескрайних заснеженных просторов Северной Канады. Здесь нет привычных врагов вроде зомби, только суровая природа, пронизывающий холод и постоянная борьба за жизнь. Тебе предстоит исследовать огромный открытый мир, искать припасы, следить за голодом, жаждой, температурой тела и стаминой. Можно охотиться, рыбачить, устанавливать ловушки, искать укрытия, ремонтировать снаряжение и избегать встреч с опасными животными. Помимо режима выживания, в игре есть сюжетная кампания «Зимнее безмолвие», где пилот Уилл Маккензи пытается найти доктора Астрид после авиакатастрофы. Доступно 4 эпизода сюжетки из 5. Разница между режимами: смерть в сюжетке возвращает к сохранению, а выживание становится постоянной и его полностью удаляет. Главной фишкой игры является не только реалистичная атмосфера полного одиночества, а отсутствие подсказок. Здесь никто не ведет тебя за ручку. Тут нужно думать, потому что каждая найденная вещь действительно может спасти жизнь. Интересный факт. Игра вдохновлена канадской северной природой и романами Джека Лондона. Еще в первых версиях волки реагировали на игрока рандомно, но позже появилась полноценная механика. Запах сырого мяса, крови и добычи правдоподобно распространяется по миру и влияет на поведение хищников, которые оценят обстановку, прежде чем напасть. Conan Exiles. Начни свой путь приговоренным к копчению персонажем, которого сам Конан снимает с древа мертвецов. После брутального пинка в жизни тебе приходится учиться выживать на суровой земле изгнанников, щемить от песчаных бурь, добывать пищу, охотиться и искать ресурсы. Начать можно в одиночку, вместе с друзьями или на постоянном многопользовательском сервере, в PvE или PvP.
Постепенно ты переходишь от простого выживания к созданию собственной базы. Собираешь материалы, делаешь инструменты и оружие, строишь убежище, а затем можешь разрастись до целого города с верстаками, мебелью, ловушками и укреплениями. Мир при этом открыт для исследования. От жарких пустынь и болот до заснеженных гор, древних руин и подземелий с крутой добычей. Сражаться здесь можно мечами, луками, топорами, колдовством и осадными орудиями. Ты развиваешь персонажа от падальщика до могучего варвара или сильного колдуна. Участвуешь в осадах и даже призываешь гигантские воплощения богов. И да, есть игроки, кто нарочно не снимает браслет по сюжету, чтобы продолжать дальше сессию в сотни часов. Если снимешь, персонаж получит финал с катсценой и фактическим удалением. Интересный факт. Игра получила бесплатное обновление на Unreal Engine 5. В ней есть одна особенность ИИ. Некоторые животные способны начинать драки между собой. Благодаря этому иногда можно встретить уже раненых носорогов, крокодилов или гиен. Также есть десятки секретных мест, в которых спрятаны легендарные сундуки, записки, рецепты или небольшие пасхалки. И их легко пропустить за сотни часов игры. Icarus. Тебе предстоит играть за старателя, который спускается с орбитальной станции на планету с провалившимся терраформированием. Когда-то ее собирались превратить во вторую Землю, но теперь здесь токсичная атмосфера, разрушительные штормы, лесные пожары и опасные хищники. Твоя задача заключается в том, чтобы выжить, добыть ценную экзотическую материю и успеть вернуться на орбиту. Ты ищешь кислород и пищу, охотишься, собираешь ресурсы, создаешь инструменты и строишь базу. При том, что ее могут уничтожить не только враждебные животные, но и внезапные природные штормы. Постепенно открываются новые технологии, строительные материалы и таланты, позволяющие развивать персонажа во всех направлениях. В игре предусмотрены 3 отдельных направления развития: планетарные технологии, таланты персонажа и орбитальная мастерская. Найденную экзотическую материю можно обменивать на продвинутое оборудование, которое пригодится во время следующих экспедиций. Также доступно 3 игровых режима: открытый мир, ограниченные по времени миссии или творческие аванпосты. Проходить все можно одному или в кооперативе до 8 игроков. Интересный факт. Во время разработки команда полностью изменила концепцию игры после отзывов игроков. Многие просили возможность развивать одну постоянную базу, поэтому позже появился режим Open World. Хотя первоначально Икар вообще не предполагал бесконечной игры на одной карте. Огромные промышленные базы могут существовать сотни игровых дней без возврата на орбиту. Давай, поделись, какую игру из списка ты уже пощупал. И если тебе захотелось во что-то поиграть, то моя миссия выполнена. Досмотрел до сюда и не подписан? Исправляйся. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена. Всем пока-пока.